Я обожаю вторую часть «Охотников за привидениями». Ничуть не меньше, чем первую. Обожаю комикс, который был издан на основе ее сценария. За неимением перевода даже сам переводил его на русский. «Охотники 2» — это единственный фильм, по которому я даже собрал всю коллекцию карточек. Конечно, их у нас не продавали, но в эпоху интернета это вообще не проблема. Я обожаю игру на Денди, которую перепроходил бесчисленное количество раз. Не ту, вы чё? Вот двойка, видите? Боже упаси. Я даже играл в игру на Тетрисе, в смысле на геймбое, которая, кстати, неплохо разнообразила версию на Денди. Я засматривался обоими фильмами и яро хотел чего-нибудь нового по этой франшизе. И однажды мой дружбан притащил мне картридж на Денди «Охотники за привидениями 3». Первое, что мне пришло в голову, это «Стоп, что? Про них был еще один фильм? Да не». А потом я подумал, третья часть на Денди по мотивам известной франшизы. По-моему, где-то я такое уже... Точно. И вот наверняка такое же говно. Но дружбан уверял, что там все круто. Типа можно ловить привидений и ездить на Экто-1. И самое главное, что это не первая часть. Так что при исполнении надежд я запустил игру. Но первый же кадр уже поставил меня в тупик. Это я тупой или... Короче, впервые начав игру, я и представить себе не мог, что она целиком повторяет сюжет второго фильма про охотников. И при этом она называется «Охотники за привидениями 3». С одной стороны, пи***ц. Но с другой, спасибо, что не хак какого-нибудь Тинитуна. Наконец-то еще одна настоящая игра про охотников на Денди. Да еще и по мотивам любимого сиквела. Ну да, надежды на лучшее все еще оставались. После предисловия о Виго Карпатском игра начинается с момента, как 4 охотников спускаются в канализацию под Первой авеню. Вернее, 3 спускают одного беднягу. Видимо, Уинстон так и обиделся на то, что его убрали из первой игры и решил сам влезть в сюжет второй, поскольку в фильме в этой сцене его не было. В общем, бедный Рэй оказывается в подземке, и игра сразу говорит нам, что двигаться здесь надо не слева направо, а наоборот, что кнопки прыжок и выстрел перепутаны местами, и что всего от одного вражеского касания мы сразу теряем жизнь, а всего их у нас 3. Да, самое главное, мы не можем стоять, ибо за нами по пятам справа по кадру идет жуткий, голодный броненосец. Серьезно, в этой игре нет ничего страшнее. Каких бы страшных монстров не встречали охотники, каких бы жутких привидений не ловили за всю свою карьеру, но броненосец везде вас найдет. От него не спастись. Блин, кому это пришло в голову? Не, я понимаю, что разработчикам нужно было просто не давать игроку стоять на месте и подталкивать к движению. Но почему это маленькое существо такое фатальное и непобедимое, по сравнению с кучей огромных призраков, с которыми разобраться – дело одного выстрела? Такое ощущение, что охотникам ничего не страшно, какими бы кошмарными эти призраки не были. Но вот он... Вообще в инструкции к игре написано, что это паук, намекая, что все охотники сплошь арахнофобы. Но я вас умоляю, в каком месте это паук? Они же ему башку нарисовали над туловищем. Ладно, хрен с ним. Как и в фильме, охотники здесь стреляют уже не протоновыми излучателями, а положительно заряженной слизью. Хотя по сюжету до этого еще далеко. И вовсе не обязательно отстреливать на уровне всех и вся. Главное добраться до самого конца тоннеля, минуя стаи лизунов и одержимые бытовые предметы,
которыми кто-то постоянно бросается из-за края экрана. За отстрел летающих в воздухе логотипов охотников можно получить жизнь, если набить 20-ку. А в нижнем правом углу часы на башне отсчитывают время до полуночи, когда на земле разверзнется ад. На самом деле этот таймер совершенно бесполезен в игре и ни к чему вас не обязывает. В зависимости от того, на скольких часах будет стрелка в момент завершения уровня, вам дадут соответствующее количество бонусных очков. В душе бесполезных. Начало второго уровня, помимо того, что уже отвечает на вопрос, чем эта игра похожа на Battletoads, перестаньте меня вообще об этом спрашивать, на самом деле является именно тем, за что я ее практически начал любить. Покатушкой на Экто-1 по улицам Нью-Йорка с видом сбоку, на Экто-1А, это несомненно гораздо лучше, чем в предыдущей игре. Мы все так же можем отстреливать привидений на дороге, но теперь еще нужно объезжать преграды, непонятно правда кем оставленные, и пытаться выбить пауэрапы из зеленых пузырей, парящих в воздухе. Благо, помимо стрельбы вперед, машина может еще полить и вверх. Конечно, бывают ситуации, что дорога полностью перекрыта и столкновения не избежать. Однако эти столкновения жизни у нас не отнимают, а всего лишь тормозят. Так что вроде бы все несложно. Слушайте, что не так с этим городом? В первой части было полным-полно алкашей на дороге, во второй не понатыкали ямы на всю полосу. Такое ощущение, что это не Манхэттен. Это какая-нибудь Октябрьская в Туле. Но сейчас серьезно. Яма на всю дорогу, и ее никак не объехать. Даже если наехать на стрелочку, которая моментально ускорит Экто-1, мы все так же со свистом полетим вниз. Кстати, интересно, что там, метро? Решение, с помощью которого проходится это место, меня потрясло. Честное слово, ни в одной игре на Денди я подобного не встречал. Если нажать на кнопку B, то Экто-1 будет прыгать. Машина сама будет прыгать. Карл! Охренительный элемент геймплея в игре, которая повторяет фильм, где ничего подобного сроду не было. Как они до этого додумались? Без всяких трамплинов, подъемов, пружин, батутов, не знаю. Нет, машина прыгает сама. А знаете, вообще на ранних стадиях сценария к первому фильму были идеи, что машина охотников обладала некими сверхъестественными возможностями, поскольку работала на эктоплазменном топливе. Отсюда, собственно, название Экто-1. Но я никогда не поверю в то, что разработчики были настолько фанаты охотников за привидениями, чтобы раскопать такие сведения, да еще и вставить в игру. Господи, да кого это волновало? По-любому было так. Нам надо как-то перепрыгивать ямы. Сделай прыжок на Б. Мысля! В общем, доехав с горем пополам до конца и получив пачку бонусов, Уинстон Зедмор внезапно сваливается с неба в зал суда и пытается свалить от броненосца паука. Безусловно, вновь напоминая нам о своей обиде наличием себя в эпизоде, в котором в фильме о нем просто забыли. Здесь ровным счетом та же схема. Только теперь имеет смысл использовать ловушку для больших привидений. А, вы не знали? У нас есть ловушка. А, вы думали, я не знал? Собственно, в ловушку можно заловить не только здоровых лизунов, но и всех остальных призраков. Только надо это делать расторопно, потому что разрабы повесили ее на кнопку «Старт», которую во время беготни и у воротов от летающих чемоданов не так-то просто и нажать. По завершению уровня нам покажут заставку, как охотников освобождают из зала суда, и нас вновь ждет поездка на Экто. На этот раз в Центральном парке, где уже активизировалась энергия слизи, сформировав летающие розовые пузыри. Уровень стал чуть посложнее, но проходится без особых проблем. Дальше подземка. Да блин, ты отстанешь или нет, а? Он никогда не остановится. Понимаешь? Никогда. Пока ты не умрешь.
Ну, что я могу сказать об этой локации? Она огромная по сравнению с маленьким Игоном. И тот тип за экраном, который постоянно кидался в вас предметами, похоже, окончательно рассердился, поскольку летят они теперь с бешеной скоростью. Уклоняться здесь стало уже очень сложно, и жизни, прямо скажем, тают на глазах. Оттого физиономию Виго Карпатского мы наблюдаем все чаще, поскольку он появляется всякий раз, когда мы тратим континью. Коих, кстати, в игре всего 2. Но зато если вам удастся пройти и этот уровень, дальше вас внезапно ждет кое-что новенькое. Охотники захомутают статую свободы и пойдут на Манхэттен. Лично я на этом моменте ощущаю эффект некоего катарсиса. Когда охотники в фильме управляли статуей нинтендовским контроллером, и теперь я делаю ровным счетом то же самое. Только вот уровень дерет в жопу. Уворачиваться от всей этой кучи танцующих и стреляющих привидений, некоторые из которых невидимые, это просто трындец. Статуя — это ж вам не авто, в ней под 130 тонн на минуточку, да еще и по поясу в воде. Короче, как вы понимаете, управлять ею то еще не удовольствие. А самое замечательное, что если вам все-таки удастся пробиться через это месиво, то хей, это легкая иллюзия, и вы в ловушке Виго Сатанистского. Возвращайтесь и проходите все еще раз. Только теперь на фоне домов. Разумеется, ада на экране будет не меньше, чего не скажешь о циферке под статуей в вашем лайфбаре. Кое-как сглаживают ситуацию разные пауэрапы, позволяющие эффективнее отстреливаться, но их действие недолговечно. Но если и этот путь минует, то в награду за мучение игра покажет вам сексуальную голую ступню Мисс Либерти на фоне переливающегося слизью музея, что известит о предстоящей финальной битве. К этому моменту вы, наверное, уже заметили, что игра любит повторять по кругу одни и те же уровни, меняя только задний фон. И учитывая это, что вы можете ожидать от последнего? Разумеется, одного и того же уровня, который нужно пройти 4 раза подряд. Да, и знаете что? Музей необходимо пройти на одном континью, иначе вас будут отбрасывать на первый из 4 его уровней. Блин. Да, не долбанулись. Учитывая, что каждый следующий пробег в 2 раза сложнее предыдущего, а в последнем вообще на тебя сыпется прорва хлама, от которой не уйти, если не успевать ставить ловушку. Это ж сколько жизней надо сюда донести. Я с трудом дотащил 4 и даже 3 не прошел. После каждого пробега мы видим, как добравшиеся охотники стоят перед картиной Виго, а после каждой смерти мы видим, как Виго заслонил собой солнце. И скажу я вам, не передать, как пальцы чешутся ему навешать. Так что, естественно, нам нужно взять себя в руки и перепроходить игру сначала снова и снова до тех пор, пока набранное к концу количество жизней не обеспечит потери на последнем уровне. Чё, не впервой? Иди нахрен. Последний отрезок. Ну должно хватить. Блин. Ну слава богу. Фу. Ну что, вся команда в сборе. Босс, дорогие друзья. Ну, Виго ублюдский, сейчас ты получишь. Или нет? У меня не работает. Чё за... Алло, а я? Они его сами убили. Не, ну что это за дела? То есть я как бы прошел, но получается, будто не доиграл. Но вот концовка, да. Что-то я такого не помню. Как-то странно. Победа и поражение. Игра говно и не говно.
Но Вига я бы рожу начистил, конечно. Да не, прошел. Нормальная игра.